друзья! Вы не поверите, но это второй выпуск ГГВП с Майлом и Ластом. Привет! Привет, Ян. В общем, в прошлый раз победил альфа-самец этого дивана. Ну, он по праву считается сейчас альфа-самцом, прости. Что вот вообще думаете по поводу нынешнего состязания? Вопросы становятся сложнее. Игра более напряженная. Что думаете? Ну, я долго тренировался, отвечал на вопросы. Разные в интернете. Вот. Я ничего не делал, как чемпион. Как все чемпионы доты. Ну, у тебя хороший опыт был. Катился вниз, наклонный. Вопросы я, как обычно, сама готовила. Я надеюсь, они вам понравятся. Мне точно нравятся. Так что, пожалуй, начнем. У нас темы такие. Остались прежние, как с прошлого выпуска ГГВП. Если вы его не видели, смотрите. Вот тут вот где-то ссылочка будет. Вопросы на темы такие. Для Ласта тема Москва. Это твой родной, любимый город. Я думаю, о нем ты должен знать много чего. Поэтому эта тема достается тебе. Я вот здесь разложу. Пока не читай. Тема животные с прошлого выпуска. Тема кинематограф, дота, женская и тема Фрязино. Родной город Малышторма. Ты скаталась на днях, да? Нет, не каталась. Но ну, ты я довольно много уже знаю о Фрязино. Вот. Я так подумала, что будет интереснее, если темы животное и кинематограф в этот раз достанутся тебе, а тебе достанется дота и женская. Итак, мне не терпится начать. Нет, подожди, мы с тебя начинали в тот выпуск. Да. Поэтому мы начнем с Москвы, которая достается тебе. Я буду зачитывать вопросы, а ты отвечать. Первый вопрос. Количество людей, которые официально содержат голубей в Москве, составляет 3500 человек, 4500 человек, 5000 человек и 5500 тысяч человек. Наверное, 5000. 5000. Это круглая буква. Хорошо. Если писать новости, то будет приятно людям. Хорошо, 5000 человек официально содержат голубей в Москве. Да. Хорошо, я принимаю твой ответ, и он неправильный. Да, по подсчетам около 3500 человек содержат голубей в Москве. А есть какая-то организация, которая считает людей, которые содержат голубей в Москве? Видимо, есть. Вот это я уже не гуглила. Второй вопрос. Какой из этих памятников находится в Москве? А. Памятник Куличику. Б. Памятник плавленному сырку «Дружба». С. Памятник кривым рукам. И Д. Памятник ржавому гвоздю. Правильный ответ тут точно есть. Не, он есть, и самое время. Включай свою дедукцию. Так, ну ржавый гвоздь, наверное, это выдумка. Ничего не было с ржавым гвоздем. Сыр «Дружба» откуда? Это фабрика, да? Есть такой сыр «Дружба». Памятник Куличику. Куличику. Ну, он как-то не это. Не звучит? Ну, нет, просто должно быть же название бренда обязательно. Ну, что в смысле, это ж памятник. памятник. Ну, кто-то придумал куличик, вот, тогда в честь его и надо. А вот сырок «Дружба», вот он, видишь, «Дружба», сразу реклама. Мы сегодня в сторону рекламы все двигаемся. Ответ Б. Ответ Б. Памятник плавленному сырку «Дружба». Да? Ну, по-любому есть такой памятник. А памятник кривым рукам? Кривым рукам. Но в будущем, я уверен, по Доте 2 кому-то возведут. Мне, например, там, за некоторые заслуги. Ну ладно, принимаю ответ, и он правильный. Да? Да. Это было неожиданно для меня, что есть такой памятник, но все-таки есть. А то, что Дима ответил правильно. Ну, он же альфа пока что, нынешний, действующий чемпион. Защищая титул. Третий вопрос. Сколько действующих станций в московском метрополитене? А. 197, Б. 198, С. 202 и Д. 204. Давай посчитаем. Так же проще всего. Ты знаешь, на самом деле эту информацию было сложно найти, потому что в одних источниках одни цифры, меняются. да, других другие, но Википедия мне помогает. И если все-таки правильный ответ, он на самом деле неправильный ответ, то... Вы можете посчитать.
и пеняйте на Википедии. Ну, давай пальцем в небо, наверное, 204. 204. Слушай, я понимаю, ладно, твой ответ. Да. И ты знаешь, ты как-то плохо знаешь Москву, если честно. Да, я же задрот, я сижу дома. Да. Да, вот в пределах своей квартиры. Ну, правильный ответ на самом деле А197. 197. Да, так что... Я был близок с ней. Всего 7 стаций. Значит, у тебя за этот раунд 1 балл. Да. Садись, кол. Садись, Павел. Ну что, перейдем к Фрязино. Ну давай, перейдем к Фрязину. Давай, Можно держи. мне? Фрязино – это центр СВЧ электроники, ЧСВ электроники, ВЧЧ электроники и ЧВС электроники. Ну, да, он центр хотя бы чего-то из этих 4. Ну, пусть будет СВЧ электроники. СВЧ электроники. Да. Я, правда, понятия не имею, что это за аббревиатура. Ну, факер СВЧ. Да, но это вот, если это та самая аббревиатура, она обозначает именно волны высокой частоты. Так, ну и что, и какой правильный ответ? Ну, собственно, ты попал в точку. Да, это... СВЧ. А что такое? Не знаю. ЧСВ электроника. Не спрашивай. Окей. Второй вопрос. Какой из этих мемов пошел из Фрязино? И варианты ответов здесь. Так, ну это парень с соседнего Вариант А. дома. Ага, соседнего дома. Соседнего дома. Это тот самый, да. Ну, все уже поняли, наверное. А это знаменитый веселый молочник. Да. Ну, короче, это, конечно, известный дядя. Между прочим, он однажды пришел в офис Фрязино.нет и сказал: здравствуйте, я вот себе подключил интернет недавно, и я открыл и увидел свои фотографии в большом количестве, а можно как-то их оттуда удалить? Серьезно? Это Да, была история? да, это... Ну, он сам, правда, не во Фрязино жил, насколько я знаю, но свидетель из Фрязино – это реальный человек. Я его сам пару раз даже видел, вот. Так что вот такая вот. Знаком со знаменитостью. Ну да, он тоже меня, наверное, видел. И тоже, наверное, отвечает где-то на вопросы про меня. Ладно, правильный ответ. Ну, вопросы, конечно, возможно, у тебя... Нет, не легче. Слушай. Не-не. Ну, Третий вообще, вопрос. История происхождения названия Фрязино. А. От слова «фратино» – сильный народ. Б. В честь святого Фрязя. В. Изначально город назывался Грязино, но был переименован в начале 20 века. И Д. Фрязами называли итальянцев на Руси. ну, по-моему, Д. Там есть много, на самом деле, версий. Что-то из серии, что ткачей там, те, кто вот ткацкие всякие текстильные изделия перевозил, называли фрязями. Много раз я слышал на разных экскурсиях разные варианты, но в итоге я ставлю на Д. В смысле, может, в честь святого Фрязя? Фрязя? А кто такой святой Фрязь? Ты что, не знаешь святого Нет. Фрязя? У нас был случай, когда, ну, у всех же есть дни города, и приезжают различные певцы, и кто же это был? Я не помню, по-моему, Акула это была, она приехала, и она сказала «Привет, Грязино». На этом ее выступление можно было, в принципе, заканчивать. Так что точно не третий вариант. Святого Фрязя, ну, я не глубоко, скажем так, духовный человек, для меня это открытие. А вот по поводу сильного народа, ну, не знаю. Не знаю, что за сильный народ такой во Фрязино жил, но я все-таки ставлю на 4-й ответ. Ладно, это правильный ответ. У тебя 3 балла. Все, вперед к победе. Дима, ты отстаешь. У тебя 1 балл. Ну, опасность, Дима. Ну что, какую тему? Кинематограф. Кинематограф. Поехали. Посмотрим, какие кино будем. Первый вопрос. В 2014 году режиссер Глен Миллер снял фильм А. Студентка и зомбяк-укурыш. Б. Врач в силиконовой простыне. С. Сексуальный укус Эммануэль. И Д. Кашляющий человек. Ну, наверное, сейчас. Ну, вообще, С, судя по всему, это самое адекватное название из всего того, что здесь есть. Вот.
Но все остальное, кстати, вот, если можете, то обязательно снимайте. Особенно кашляющий человек. Да, это запоминающиеся названия. Значит, вариант С – сексуальный укус Эммануэль. Ну, Эммануэль – это популярное имя. Я принимаю твой ответ, и он неверный. Он неверный? Нет. Кашляющий человек. А твой вариант ответа? Я бы врач в силиконовой простыне. Нет, это точно не в этом совсем. Это студентка из Зомбиака-Гур. Я даже пыталась посмотреть этот фильм, но мне хватило минут на 5. Это тотальный трэш. Так, второй вопрос. Как зовут бабушку Арнольда в одноименном мультсериале? Знаешь такой сериал? «Хей, Арнольд». Да, это смотрел в детстве. Но бабушку я там не видел ни разу. У него была сумасшедшая бабушка. Ты видел этот мультик? Я видел мультик, где у него кепка и волосы, Да. маленькая кепочка, но я бабушку тоже не помню. Вот, ее звали А. Вуки, Б. Пуки, С. Куки и Д. Руки. Ну, точно не Пуки, это уж совсем для мультика. Руки тоже как-то не звучит. Либо Вуки, либо Куки. Но мне больше нравится Вуки. Но помилее, да. Хорошо. Бабушка Вуки. Хорошо, я понимаю твой ответ. И он неверный, Потому что Пуки, да. потому что Пуки. 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 Отлично. Я уже хотел жесткую теорию на тему того, что куки типа как печенье. Ну как, и- та, которая готовит, ну, Да. Ну, видимо, готовит она не очень вкусно. Третий вопрос. Какой фильм снят не в Болливуде? А. Дон. Глава мафии 2. Б. Цельнометаллическая оболочка. С. Прелести преступника. И Д. Происшествие на Хилл-Роуд. Я бы, может быть, даже переименовал этот вопрос, в какой фильм просто снят. Дело в том, что все фильмы сняты. А где они сняты? Вот если не в Болливуде, то где сняты оставшиеся 3? Я расскажу, Окей. когда придет время. ну, по идее, Дон глава мафии. Единственное, что я сегодня могу... Да, Дон же это мафия, это Италия. А Италия это же дяди со шляпами, с пулеметами. И, по-моему, в Индии пулеметов нет, правильно? Конечно, там еще Вот, электричества поэтому- нет. Ну вот, поэтому по-любому вариант А. Хорошо, я принимаю твой ответ. Он тоже неправильный. Неправильно. А откуда в Индии Доны? Доны же... Это же западные. Индия. Это же Индия? Они танцуют с пулеметами. Но там, кстати, уже high-level фильмы, они снимают боевики, драмы, то есть уже нет вот этих вот... Это где там парень на машине делает сальто, вот этот вот. Вот такого жесткий. уже не снимают, к сожалению. Жаль. В общем, «Цельнометаллическая оболочка» снята не в Болливуде, это фильм Стэнли Кубрика, если знаете такого И парня. он снят в туалете Нет, его он квартиры. снят о войне в Вьетнаме. Вот. Дим, 0. 0. Вот смотри, у тебя уже 1 балл. А если сейчас Лост, Майя ответит на сколько это? На 3 вопроса, то ты его никак не догонишь, даже меньше. Но мне уже интересно хотя бы набрать что-то. Ну ладно, хорошо. 1 против 3. Какую тему выбираешь, женская или дота? Давай женская. Женское. Женская, да. Самое то. Какую функцию выполняет эта штука? А. Шлем для рыцарских поединков. Б. Маска для солярия. С. Маска для омоложения. И Д. Маска для ароматерапии. Ну, в принципе, для солярия какая-то слишком жесткая. Хотя, может быть и так. Что ты думаешь? Для омоложения, может быть, но я бы сделал ставку для ароматерапии, потому что, ну, там же не обезьяна под маской, а женщина, зачем ей вот это вот все спереди? Мне больше похоже маска для военных целей. Да, как, Такая защитная, да. как в Mortal Kombat там была такая Милена, Да, вот. у нее было похоже. Ну, давай. Больше на скорпиона какого-то похоже. Ну вот, да. С Mortal Kombat. Так что, какой вариант? Да, для ароматерапии. Хорошо, я принимаю ответ. Он неверный. Это маска для омоложения. М-м.
По какой системе она действует? Это алюминиевая маска, ее надевают, она потеет, все там из нее. Маска или женщина? Женщина под маской, и маска потеет, и там чудесные происходят. Я понял. То есть там ничего внутри нету, просто она потеет. Она просто потеет. Ребята, если вы когда-нибудь увидите такую маску, купите ее своей женщине, девушке, чтобы она сохраняла молодость, потела в этой маске. Да, я думаю, всем приятно будет видеть свою женщину в Вот в таком виде, да. В таком виде. Это Машеньке обязательно. Поехали, второй вопрос. В технологии наращивания ногтей не входит А. ПВА-технология, Б. Гелевая технология, С. Тканевая технология и Д. Акриловая технология. Но акриловая, я думаю, по-любому входит. Хорошо. Гелевая, мне кажется, тоже. ПВА-технология и тканевая. ПВА. Ну, ПВА может, мне кажется, лепить. Тканевая. Вот мне тоже кажется, что тканевая технология, она как-то далека от наращивания ногтей. Но пусть будет так. Хорошо, принимаю ответ. Неверный. За ПВА. ПВА-технология. ПВА. Как я его дезориентировал. Да, вижу. Слушай, ты работаешь прям, копаешь под врага. На кумбе. Он просто наращивает ногти каждый вечер, а я нет. А у меня не получается, потому что я использую ПВА-технологию вместо тканевой. Третий вопрос. Самая привлекательная часть мужского тела по версии женщин. Опрошены 100 респонденток. А. Гигиенически чистые руки. Б. Точеные узкие бедра. С. Мужские ягодицы. И Д. Пышные и полные чувственные губы. А где правильный вариант? Вот здесь есть. Я понял. Ни разу не слышал ни в одном фильме, ни от одной девушки фразу у нее такие узкие точеные бедра. Вот. Ну, ягодицы, это как бы слишком просто, да. Идем по сложному пути. Да, гигиенически чистые руки или пышные, полные. Ну вот ты видишь руки, но они либо чистые, либо грязные. Откуда ты можешь определить, что они чистые гигиенические именно? То есть вот прям вот... Я думаю, что это все-таки полные чувственные. Хотя, с другой стороны, какой-то странный ответ. Полные чувственные губы. Не могли же в журнале полные пышные чувственные губы? Я вот скопировала, как и было. То есть это именно были такие варианты? Да, то есть это все варианты, которые входят в топ-10. Ладно, давай вариант один. самый бред тогда, это гигиенически чистые руки. Хорошо. Покоряют женщин. Да. Ну, как по мне, это мужские ягодицы, потому что он показывает твое здоровье, как хорошо ты занимаешься спортом, там, катаешься на велосипеде, двигаешься, в общем, здоровье показывает. То, что... Я, к сожалению, не могу оценить мужские ягодицы по достоинству. А Вот. можешь вот сказать, какая часть тела у лоста самая привлекательная? По мнению... Вот, представь. А если бы была такая часть тела, как, знаешь, как взгляд? Вот такая вот фишка, да, глаза, взгляд, я бы ответил. Вот. Аналогичный вопрос тебе, Дим. Что ты думаешь? Я ничего, я не думаю. Каппа Прайд. Ну ладно, ты выбрал руки, Да. правильно? А я ягодицы. Хорошо. Дима прав. Да. Так, Я Всё было. получаю 1 очко. ну, Все было настолько очевидно, серьезно, Лили? да. Ну, а ты думаешь, женская психология устроена как-то? Да, она устроена как-то вот так. Да. Но это же как физически. Я просто как это знаток по некоторым вещам. Я понял. Короче, надо будет заняться своими ягодицами В смысле, обязательно. и познаниями. Я-то мою руки, а надо там ягодицами что-то делать. Ну, да. Значит, у тебя 0. У Димы 0 за прошлое. Нет, у меня сейчас 1 очко плюс. Ну, а Дело дело. смотри, ты Не-не-не, ему даешь, не-не-не, а видишь, он не-не-не. хочет стать альфа-самцом этого дивана. Никаких очков. Прогноз от альфа-самца. Да. Это был Олег. Кстати, если вы хотите оценить пышные ягодицы, это был ваш шанс. Мы переходим к последней теме. У тебя получается 3 балла, у тебя все так же 1 балл. Поехали. Вопрос, тема животные. Ух.
Первый вопрос. Особенности кладки яиц красноногих черепах. А. Откладывают яйца как попало. Б. Откладывают яйца в полнолуние. С. Откладывают яйца на черный день. И Д. Откладывают яйца в сумерках. Ты что, не знаешь особенности кладки яиц красноногих черепах? Ну, Это же все знают. очевидно, что на черный день. Да. Да. Они их едят потом, когда откладывают? Это было Там дети- Это я у тебя должна спрашивать. Ну, подсказывай. У нас же ты сейчас эксперт, альфа-эксперт по Ну, животному не по миру. черепахам. Я эксперт по мужским ягодицам. Вот, так что. Щас. которые откладывают на черный день. Что думаешь? Я про яйца вообще не зарекся отвечать. Все, что связано с яйцами, еще просто прошлого Ну, выпуска. Не знаю, вот, полнолуние, сумерки, как-то вообще ни разу в жизни не слышал. На черный день тоже такой вариант с приветом. Наверное, как попало, может быть. Из-за того, что у них красные ноги, наверное, очень много двигаются, и поэтому вот. Хорошо. Я бы сказал, что в сумерках. Как правильно? Я понимаю твой ответ. И Майл оказывается прав. Да. Да. А что? Откладывают яйца в сумерках. А почему они это делают? Ну, вот так вот предпочитают, чтобы их никто не видел, не мешал. Чтобы никто не видел, как они откладывают яйца. Да. Так что, отдаешь ему балл? Ты там вроде... Не-не-не. А все, вот это же битва. Он не отдал. Честно. Второй вопрос. Какая живность водится в Подмосковье? А. Барсук яйцетряс. Б. Очковый медведь. С. Кучковый злодей. И Д. Двупятнистый Афодий. Да? Двупятнистый Афодий. А кто это? Ну, это не барсук яйцетряс и не очковый медведь. Таких в природе нет. Если честно, есть подсказочка. Серьезно? Очковый медведь есть. Ладно, но медведей под Москвой нет. И под Подмосковье медведей вроде нет. Как давно уже всех забрали. Если они там были, то точно не нынешний. А вот еще Кучковый злодей может быть, потому что Кучковый... Нет, он не может быть. Ну, Ладно. вот Почему Афодий написано с большой буквы? Может, это имя его. Ну, не придираемся к тому, как написано там, потому что писал какой-то неграмотный человек. Это я. Двупятнистый Афодий, правильно? Да. Хорошо. Вот как выглядит двупятнистый Афодий? Но у него два пятна, по-любому. Где? Где-то. Два пятна, может, запятнана карьера его. Ну, просто у него пятна двух типов. Допустим, горошек, и что еще есть там? Ну, и как что-нибудь красненькое. Какого он размера? Он как собака. Ну, есть такой. Наверняка. Наверняка. Ну, я принимаю твой ответ, и он правильный. Правильно? Только Афодий – это жук. Это жук. Это жук. Размером, если бы он был с собакой, собаку. был Короче, бы блин, если бы у меня был этот вопрос, честно, я бы ответил очковый медведь. Ну, мы знаем твои уже пристрастия, как-то непонятно. Кстати, очковый медведь живет, если я не ошибаюсь, в Латинской Америке. Так, чтобы вы знали. Ладно, третий вопрос. Афодий. Какое из этих животных занесено в Красную книгу Москвы? А. Белка чертановская. Б. Лесной нетопырь. С. Зяблик обыкновенный. И Д. Свибловский грач. Точно не лесной, не Нетопырь. нетопырь. Это что-то, не знаю, может быть, вообще не в Москве летает. Ну, не слышал о каком. Зяблик — это зайчик какой-то, что ли? Можно мне сказать, что это зяблик? Зяблик, да, это птичка. Это птичка, да? Птичка, да. А белка тоже? Нет, белка это... Белка. Ну, Это белка. Это белка. Это белка. Гертановская. Чертановская. Чертановская. И Свибловский грач. Ну, наверное, белка, потому что зяблик с грачом, ну как, они могут сами по себе жить. Вот. И они улетают, если что-то плохо, они всегда могут улететь. А белка летать не может. Наверное, Ага. поэтому ее надо защищать. Нам всем нужно защищать белок. Я понимаю твой ответ. Меня это... Слушай, вообще, Володь, что ты думаешь? Ну, меня смущает Свибловский и Чертановская, Вот типа почему тебя это приписки. не смущает? Чертановская? Ну, меня
Нет, не смущает. Ну, зяблик, я не знаю. Может быть, это в честь белки назвали? Черта. Это черта. А Свибловский грач в честь чего? В честь Свиблова. Точнее, наоборот, Свиблов. В честь Свибловского грача. Не знаешь, что ли? Вот. Я не знаю, насколько просто зяблик вообще редкий, но, блин, я бы, наверное, лесной нетопырь ответил, просто потому что, ну, я знаю, что летучие мыши есть в Подмосковье. Мне кажется, им очень там хреново живется. Ладно. Дим, ну, белка чертановская. Нет, это неверный ответ. Верный ответ – лесной нетопырь. А кто это? Я просто не знаю. Нетопырь – это летучая мышь. Летучая Да, мышь. У нас летучие мыши водятся? Да. конечно. Ничего себе. Зяблик, Во Фрязине есть, кстати. зяблик обыкновенный, я думала, тебе скажут что-то обыкновенное, и ты так подумаешь, ну раз обыкновенный, то вряд ли он в книге. А чертановская белка, я думала, ты сразу подумаешь, что это район, как и Свибловский А грач. лесной нетопырь, он прямо лесной и необыкновенный. Ой, Дима, 1 балл за этот раунд. Ничего, я То есть много интересного узнал. У тебя 2 и закончились темы. Но зато давай посмотрим Вову, как он справится. Да, у меня дота. Сколько это? Ну. Я 3 балла выбивал, Вова. Владимир. Владимир, ну вот Как знаешь, комментатор Dota 2, насколько вы хорошо разбираетесь в своем деле? да, раз уж дело дошло. Первый вопрос. Какую фразу говорит Тимберсоу в русской озвучке Доты? А. Ой, все. Б. Что ты сказал, человек? С. Держитесь крепче, я бегу. И Д. Бах, прям в рот. Это от озвучка от этих самых От этих самых Strategic Music. Strategic Music, да. Ты знаешь, Дим? Ну, догадываюсь. Я Ну, почему? слышал. Я сомневаюсь, что прямо в рот. Это как-то по-дотерски, конечно, но не по-тимберсовски. Держись крепче, я бегу. Может быть. Ну, не знаю, мне бы ответ «ой, все бы». Ну, как бы, учитывая Strategic Music, учитывая самого Тимберсо, как он выглядит, я бы взял ответ «ой, все». Хорошо, принимаю, и он правильный. Что ты сказал, человек, говорит Зевс, держись крепче, я бегу, говорит Клинкс, а бах, прям в рот, говорит снайпер. Ну, Все от Strategic Music. Второй вопрос. О ком идет речь? Теперь слушайте внимательно. Всегда, выходя на арену первым и уходя последним, он создавал шедевры каждым брызгом крови, каждым смахом лезвия. Такова его поэзия крови и стали. Сложный узор на бледных песках бойни. Он побеждал до тех пор, пока арена не взрывалась выкриками его имени. Он стал непобедимым чемпионом. Вариант ответов: А. Dragon Knight, Б. Кентавр, С. Свен и Д. Легион Командер. не читал, но, в принципе, еще даже не видя вариантов, у меня было только одно предположение, что это Легион Командер, потому что Ультимейт — это арена, на которой он дерется. Свен, насколько я помню, у него вообще другое описание, Кентавра тоже не читал, и ДК тоже там что-то другое было. Ты знаешь? Ну, на мой взгляд, лезвие есть только у Легиона. Больше ни у кого, да, наверное? Остальных там мечи, секиры. Ну, кентавр. Лезвие в смысле. Не, ну так-то меч, у всех, в секира, это принципе, всё есть. лезвие. Ну, давай я кентавра возьму. Может быть, это он. Хорошо. На самом деле правильный ответ Кентавр. Кентавр? Да, это все. Ничего себе. Да, я сама не знала. Это реально удивительно. Удивительно, почитай. Кстати, ну, больше всего меня впечатлила история Бестмастера. Я прям чуть не заплакала сегодня. Да, я тоже читал. Третий вопрос. Какой периодический урон у Вайпер Страйка на третьей прокачке? А. 135, Б. 145, С. 150 и Д. 155. Ну, пусть будет С, 150. Ну, тоже, по-моему, там нету 5, просто круглые числа. В общем, этот уже вопрос ничего не решает, но 145 правильный ответ, вариант Б. Профессиональные комментаторы Доты. Ну, это был Не сложноватый справились. вопрос. Тут такое. Ну, в общем, что, можно тебя поздравить? Дима. Фрязина наносит ответный удар. Фрязина на коне. И вот что ты можешь сказать вообще, вот свои впечатления, такая победа над
с действующим чемпионом, уже бывшим действующим чемпионом. Поделитесь с нами своими эмоциями. Ну, я буду готовиться к третьей карте этого Best of 3. Что я могу сказать? Ну, теперь... Что любой, кто хочет сразиться, кидайте мне вызов, и я вас сделаю. Надо увереннее, надо провоцировать там. Подарков у нас на этот раз нет. Титул альфа-самца. Можно вон кубок там сзади взять. Посмотреть Не можно знаю, не обидеться. на Егис. Да. Так что, ладно, спасибо за участие. Ответ из Фрязино был нанесен. И до новых встреч. Пока. Если вы думаете, что вы что-то знаете, идите сюда, и мы с вами сразимся на битве. Дим, ну все. Вот так. Ну вот. ты уже не альфа-самец, Да уже с тобой это не работает. показываю, как это, что... Я тебе только про мужские ягодицы знаю, еще что-то.